Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, добрые слова. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто тебя ревнует? Почему этот человек тебя ревнует? Узнаем сегодня, кто это. Может быть, мужчина какой-то в вас влюблен, может, коллега по работе, может, это подруга ваша ревнует, вы стали меньше с ней проводить времени, кому-то другому больше времени уделяете. Все узнаем сегодня. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Расклад общий, девочки, не забывайте, пожалуйста. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Делаю вашу сразу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Почему-то первые карты мне говорят о том, что вы сейчас закрываетесь от любого рода каких-то неприятностей, каких-то мутных ситуаций, может быть, двойственных ситуаций. Тут какой-то коллектив женский, это то ли рабочие взаимоотношения, да, то ли рабочий коллектив, то ли, может быть, группа там женщин, я имею в виду, может быть, подруги ваши. Чаще это все-таки коллективы проигрываются. Тут диссонанс. История о том, что, скорее всего, вы не очень верите в искренность этих людей, в их проявления какие-то. Почему? Потому что тут, вот смотрите, третьи лица, и тут вот человек, который держит за спиной кинжал. За спиной это, то есть... как будто бы вот начинаешь общаться, вот, допустим, в коллективе, с каждым по отдельности, да, вроде бы и неплохие люди, нормальные, может быть, и общий язык есть с кем, есть найти с кем, да, можете с ними найти общий язык, поговорить на разные темы, вроде бы и хорошо к вам, вроде бы, да, относятся. Но диссонанс в чем? В том, что по отдельности, может быть, вот как-то вот по отдельности, да, вот, все вместе, потом они какую-то такую гремучую смесь составляют. И почему-то вы, карта диссонанса, вы то ли не хотите с ними разговаривать, да, на их языке, не хотите уподобляться им, то ли в принципе вы себя чувствуете не совсем в своей тарелке, вот тут вот, среди этих людей. При этом, может быть, уже были прецеденты, может быть, уже были у вас такие моменты, когда вы понимали, что, да, глазки улыбаются, а за глазами, за спиной делают какие-то вещи некрасивые. Боком вам это все вылезло. Поэтому уже тут впереди себя вы держите даже этот какой-то меч. Тут обороняетесь, закрываетесь. Тут как будто бы даже стараетесь не допускать каких-то ситуаций, где можете там перейти. Знаете, ситуация какая-то такая уже скользкая, и нужно выяснять отношения, прояснять. Тут, скорее всего, вы стараетесь вот на вытянутую ручку как-то так мирно обходить вот эти острые углы. Вот мне так идет. А тут уже тоже история о том, что не верите, не доверяете. Уже впереди этот кинжал, как оборону держите. Почему-то мне так показали. Не буду говорить, что тут прям разочарование во всем человечестве. Вот тут в каком-то коллективе, в каких-то женщинах вот именно. Вот такое, как осадочек есть. У кого-то тут любовный треугольник еще можно прочитать, конечно. Мужчина и две женщины, и за спиной кинжал держал. Это то же самое, тут разочарование в любовной сфере. Может быть, мужчина, у которого там выбор был из двух женщин, он выбирал, и при этом для вас это было очень неприятным откровением.
знаете, чтобы вы точно на это не рассчитывали. Вы рассчитывали, может быть, на нормальные, здоровые взаимоотношения с ним. Опять-таки диссонанс. Мечтали об одном, получили абсолютно другое. И тут тоже, может быть, поэтому вы сейчас наперевес с этим таким каким-то кинжалом, да, и вы показываете, я больше не хочу играть в эти игры, я больше не хочу никаких там отношений там, где я не одна женщина, там, где мужчина не свободен или недоразведен, скажем так, будто бы, ну, лишний раз старайтесь себя обезопасить, свое сердечко, да, и чтобы сердечко не болело и голова, да, не раскалывалась от этих каких-то водных. Так, диссонанс это о чем? Ну вот, диссонанс это о чем? Это о том, что мечтаешь, что будет все, ну, не обязательно идеально, но в принципе каждый из нас мечтает о том, что будет все, там, любовь, взаимопонимание, поддержка, гармония. А получаешь разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Вот, мне так показали, подсветили вашу сигнификацию, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто вас ревнует? Кто вас ревнует? Почему этот человек вас ревнует? Кто вас ревнует? Почему он ревнует вас? Кто вас ревнует? Почему? Кто вас ревнует? Почему? Кто вас ревнует? Почему человек этот вас ревнует? Ну, давайте еще эротически возьмем. Кто вас ревнует и почему этот человек вас ревнует? Смотрим, кто вас ревнует. Расклад актуален тогда, когда вы его открыли. Кто вас ревнует? Ух ты. Непонятно, это то ли мужчина, то ли женщина. Сейчас буду уточнять, конечно. Так. Это мужчина или женщина вас ревнует? Всё. Мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Женщина вас ревнует. Женщина. Очень похоже. Женщина сама по себе очень сильная, кстати. Семья была. Так, да что ж такое тут? Женщина. Ваш ребенок защищается. У вас могло быть с ней недопонимание, да, какое-то. Ну, тут девятка мечей, знаете, человек как будто бы... Давайте так, кто-то из вас, то ли вы могли в отношении нее как-то себя проявить, то ли вы, то ли она в вашу сторону. Вот так вот, скажем так, это в две стороны работает. Какие-то такие проявления. Ну, не знаю, насчет детские, не детские, но... Будто бы люди друг друга не то что там не поняли. Тут не пойму я.
Так, с этой женщиной вы были, может быть, очень близки. У кого-то это прям дружба, у кого-то карта кровь. Тут прям как это, ну, я буду это считывать тут в этом контексте. Тут прям как сестры, знаете, вот близкая, очень близкая подруга. Но тут могли разругаться, могли друг друга недопонять или специально сделать вид, что вот я не понимаю, чем я тебя обидела, одна вторую. Вот тут так, девочки, почему-то, я не знаю, мне так идет. При этом, скорее всего, эта женщина, она, тут кто-то интересуется, кстати, эзотерикой, психологией, а у кого-то вы могли с ней, опять-таки, тут как будто разбитое сердце, да, ну, рассориться. И для нее это было болезненно, но она взяла себя в руки. Карта остуда. Следующая карта идет, знаете, как будто бы, ну, она очень сильная, эта женщина. В принципе, опять-таки, как будто бы ваши пути дороги как разошлись. Ну, я не могу даже тут толком как-то что-то сказать. Тут как будто бы она и не против к вам. Тут карта поездка. Как будто бы не против с вами пересечься где-то, пообщаться. Но тут как будто бы, знаете, с двух сторон же должно быть желание. А с вашей стороны особо желания я не вижу. Тут карта уединения, наказания. Может быть, вы даже эту ситуацию какую-то уже прожили и отпустили, а для нее оно болезненно, эта ситуация. Карта пустыня, наказание. Скорее всего, знаете, бывает, когда вот, да, вот люди друг друга по мелочам там что-то копится, потом какая-то вот мелочь тоже очередная вроде бы. И люди друг другу могут что-то сказать, и оно как снежный ком, да, и это становится последней каплей. Вот тут вот такое мне почему-то идет. Не могу понять. Скорее всего, у нее даже особо друзей и подруг я не вижу. Тут в прошлом, может быть, много было, а сейчас как будто бы эти подруги, они их все меньше и меньше и меньше, и сейчас вот вообще как будто бы их нет, этих подруг. Именно подруг, незнакомых. Тут как будто бы она до конца даже не уверена. Тут не поймешь, кто прав, кто виноват. Тут какие-то взаимоотношения непонятные. Почему она вас ревнует? Почему она вас ревнует, эта женщина? Она неожиданно для себя поняла, что и вы сильная личность. Ну, так интересно. Ну, во-первых, у нее все равно к вам есть какие-то чувства, привязанность, да, все равно как родные. Длительное время могли быть. Тут корень, дерево. Ну, как вместе быть, знаете, сила даже привычки у кого-то уже. Это прям как родня. При этом, почему она вас ревнует? Вы для нее открылись с неожиданной стороны. Может быть, вы проигрывали какие-то варианты раньше, там, ну, хорошей девочки, да, или не пытались там то ли себя отстоять, то ли соглашались на какие-то там условия. А тут вот как будто бы неожиданно она увидела в вас вот, знаете, как самостоятельную единицу. Тут карта сила мне идет. Карта сила, сильная женщина. Карта радость, сова. Тут у кого-то мужчина еще, король воздуха, волнительное ожидание. Может быть, если у вас там то ли супруг или ваш избранник там, и вы больше внимания уделяете, понятно, семье и там, или этому мужчине, тут ревность может еще такого плана быть, что как будто бы вы предпочли ее внимание, вместо того, чтобы к ней это было направлено на какого-то мужчину. Вот тут вот карта зависти, прям под ней мужчина. Могли предпочесть, да, вот так вот, если можно сказать. А у кого-то
Ну, опять-таки, может быть, тут просто как ревность. Ревность это... Вы тут, скорее всего, заняты своей работой, карта княгиня, карта лошадь, сила. Уходите с головой сюда, в свою жизнь, какие-то у вас тут свои дела. То есть она не чувствует того, что вы в ней нуждаетесь, она не чувствует того, что, ну, скажем так, ваша жизнь стала хуже из-за того, что вы, может, или вы перестали общаться, или, ну, в какой-то, прям в той, как вам сказать, степени, да, в том количестве, вот как вы общались раньше. Вот она этого не замечает. Тут больше как уязвленный эгоизм, я вам хочу сказать. Уязвленная такая гордыня. Может быть, до поры до времени и она слишком не старалась там сближаться, да, хотя вы тут были близки очень. Может, были какие-то моменты, когда она тоже своей жизнью занималась, да, и не было и времени особо общаться. Но когда это с вашей стороны стало вот точно так же, да, как вот отзеркаливанием, то для нее это задело. Ну, тут вот как-то так. Тем более она себя, кстати, она себя считает умной, мудрой. Почему-то она была уверена, что вы нуждаетесь в ее, может быть, подсказках, ее каким-то наставлениях. А тут она столкнулась с тем, что ваша жизнь и без нее как-то идет, развивается, протекает, как-то такой особо как будто бы не заинтересованы в ее каких-то там подсказках, направлениях, да. Ну вот почему-то так идет мне. Такой сегодня расклад, девочки. Вот эта женщина на вас ревнует. Ревнует, тут идет. Может, зависть, если у кого-то, если есть мужчина, а у нее на данный момент нет, то тут тоже примешивается такая чисто женская зависть. А опять-таки у нее все равно какой-то теплилась надежда, что вы со временем, может, будете к ней обращаться там по каким-то вопросам. А тут я вижу, как будто вас то ли вы расстались, ваши пути в разные стороны разошлись. Ну и вообще мне такое складывается, как будто бы у вас есть чему радоваться в жизни, у вас жизнь кипит, бурлит, и у вас хватает тут и способностей, и желание радоваться жизни. Все у вас нормально, все у вас хорошо. Тут как будто бы она столкнулась с тем, что это она оказалась, ну, как будто бы вам особо неинтересно. А она надеялась, что, ну, тут чуть ли не вокруг нее будет и дальше ваша жизнь как-то так вот, ну, крутиться, скажем так. Вы будете одним из винтиков каких-то, вот не знаю, как вам сказать, в механизме, да, в ее жизни. Вот как будто бы вот, ну, в большей степени тут как эгоизм какой-то с ее стороны проигрывается. Где-то вы задели ее, где-то тут получается, ну, как будто ощущение, как будто она вас недооценила. Она вас считала намного слабее. Может быть, считала, что ваша жизнь менее интересна, менее наполнена. Как будто бы присутствие ее в вашей жизни, ей казалось, что он наполняет вашу жизнь еще каким-то дополнительным, там, то ли смыслом, то ли яркостью, то ли уж не знаю чем. А получается, вы справляетесь прекрасно без нее. Все, вот такой расклад, девочки, сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.